Феодал. Это слово у одних вызывает чувство уважения, а у других презрение. Каждый феодал выбирает свой путь. Одни становятся великими воинами, а другие бесчестными убийцами. А эта история о моем пути. Мой путь начался так же, как и у всех остальных, с побережья паромщика. И первое, что я увидел, это потрясающий вид. Как раз сходило солнце, которое словно указывало мне путь к необычному синему столбу света, уходящему высоко в небеса. Но пройдя немного дальше, мне открылась достаточно мрачная картина, которая давала понять, что в этом красивом мире смерть следует за тобой по пятам. Пройдя еще немного вперед, стало очевидно, что этот синий луч исходит из деревушки на берегу. Встретившийся мне на дороге Делабер Сёргли посоветовал мне отправиться в ту деревню и поговорить со старостой, который мне объяснит, что тут да как. Войдя в деревню, я первым делом пошел искать старосту. Найти его было несложно, все знали, где он живет. Он предложил мне крышу над головой, а взамен просил помогать местным жителям. Вполне выгодная сделка, подумал я, и согласился. На протяжении нескольких дней я помогал местным жителям, которые мне поведали очень много интересных историй про Беллу. И в один прекрасный день я решил отправиться на материк. Собравшись, я отправился к паромщику. Отдав ему билет, он переправил меня на Годенленд. Попав на материк, я оказался во владениях короны, так называемой зеленой зоны. И первым делом я отправился в ближайшую деревню. Там встретил Эракеза, доброжелательного мужа, который предложил мне крышу над головой. Почему бы и нет, подумал я. Тем более этот новый мир мне еще не знаком. А тут вроде знающий человек попался. Может, подскажет чего дельного и полезного. И я принял его предложение. Они дали мне одежду, еду и инструменты. Работы предстояло много, чтобы отблагодарить их. Мы были в безопасности, так как на зеленой зоне деревень Кнулов не было. Потому что территорию короны охраняют боги Абеллы, которые пристально наблюдают за каждым человеком. Они не дают возможности людям причинять друг другу вред. Ведь людская кровожадность является основным источником всех бед. И поэтому боги Абеллы не допустят кровопролития на своей территории. Однако дикие животные и кровожадные кнулы способны навредить человеку даже под взором богов. После всего услышанного, я понял, как устроен этот мир. Всю ночь я сидел, обдумывая рассказ, а под утро решил отправиться навстречу приключениям и покинуть зеленую зону. Оставив земли богов, мой путь лежал на север Годенленда, в поисках приключений. И спустя несколько часов пути приключения меня нашли. Мне встретились пара волков,
которые решили пообедать мной. Едва оторвавшись от волков, я наткнулся на новую опасность. Здоровенного медведя. При встрече с ним вся жизнь пролетела перед глазами. Я уже знал, что нужно делать. Бежать. Остановившись перевести дыхание, я услышал звук шагов позади себя. И в моей голове проскользнула мысль: ну что на этот раз? Кто теперь хочет сожрать меня? Но обернувшись, я увидел девушку. Милую и очаровательную девушку, которая помахала мне рукой и подошла познакомиться. Ее звали Елизавета, и она тоже в этих краях оказалась недавно. А в этом лесу она собирала необходимые травы для алхимии. Я, недолго думая, предложил ей продолжить наш путь вместе. Она согласилась, и мы отправились в путь. Пока мы шли, я поведал ей, как меня дважды чуть не сожрали дикие животные. А она мне рассказала, как ее хотели ограбить какие-то бандиты, но ей удалось скрыться. Едва закончив свой рассказ, словно из ниоткуда появились кнулы-кроты. И мы сделали то, чему научились лучше всего. Бросились бежать. Скрывшись от кнулов, мы оказались в удивительном месте. Место было очень красивое. Рядом было озеро, лес, горы. Здесь было все необходимое для обустройства нового дома. И я предложил Елизавете здесь поселиться. Елизавета согласилась без особых раздумий, сказав, что это хорошая мысль. Я занялся добычей ресурсов для постройки лачуги, а Елизавета занялась первыми посадками урожая. В процессе строительства мы находили время и подурачиться. Но уже к вечеру наше первое жилье было закончено. Жизнь налаживалась. Я периодически ходил на охоту, добывая мясо и шкуры, необходимые в хозяйстве. Елизавета собирала в лесу необходимые ей травы и различные ингредиенты для алхимии и кулинарии. Иногда мы вместе рыбачили. Ну, я рыбачил, а она меня развлекала разными разговорами. А по вечерам мы купались под полной луной. И с каждым таким вечером я понимал, насколько мы становимся родными друг для друга. Мы даже на миг забыли о том, что живем в чертовски опасном мире. Но этот мир решил напомнить нам об этом. И вот в один из вечеров, когда мы с Елизаветой готовились ко сну, я услышал шаги, приближающиеся к нашему дому. Попросив Елизавету остаться внутри, я вышел на улицу, чтобы посмотреть, кто к нам пожаловал. Перед нашей лачугой стояли трое. Вид у них был жуткий. Я сразу понял, что у них явно дурные намерения. Они заявили, что это их территория, и если я хочу жить здесь, то я должен платить им дань. Денег у меня не было, о чем я этим бандитам и сообщил. Они посмеялись и сказали, что тогда я должен расплатиться кровью. Через мгновение я уже лежал на земле, не в состоянии подняться. И я слышал, как они надругались над Елизаветой. В этот самый момент я осознал всю свою беспомощность. Закончив свои развлечения, они подожгли наш дом и заставили нас смотреть, как он горит. После чего приказали нам убираться отсюда, да побыстрее, иначе скормят нас волкам. Не оставалось ничего другого, как бежать. Едва мы отбежали от них, они начали преследовать нас. Они бежали за нами и смеялись, периодически выкрикивая, что наши головы прекрасно будут смотреться на копьях. Мы бежали, что есть сил, а сил было немного. Неожиданно впереди показалась странная деревня. Мы решили укрыться в ней.
Бандиты, подбежав ко входу в деревню, резко остановились. И главарь крикнул нам вслед, что мы выбрали отличное место, чтобы спрятаться, и пожелал нам удачи. На тот момент я еще не понимал, над чем они смеялись. Но уже через мгновение я оказался в объятиях смерти. Дальше помню лишь фрагменты, душераздирающие крики и как небольшая группа людей пытается привести меня в чувство. Очнулся я уже в незнакомом доме, а возле меня сидела знахарка. Я медленно попытался подняться, но каждое движение мне причиняло дикую боль. Левым глазом я ничего не видел. Знахарка сказала, что я родился в рубашке, потому что в такой близости с кнулом медведем люди, как правило, быстро расстаются с жизнью. А мне повезло. Я расстался лишь с одним глазом. На вопрос, кто она такая и где я нахожусь, она представилась как Мортис, и что мы находимся в пригороде королевства Парадайз. А на вопрос, сколько времени провел я без сознания, я получил просто шокирующий ответ. 3 месяца. Я спросил про девушку, что была со мной. Мортис с сочувствием посмотрела на меня и сказала, что когда они нашли меня, то слышали жуткие женские крики из глубины деревни, сопровождающиеся звуками разрывающейся плоти и хрустом костей. Услышав это, я почувствовал, будто сердце из моей груди вырвали. Мы были знакомы не так много, но я уже успел к ней привязаться. Мортис попросила меня встать, чтобы осмотреть мои раны. Я с трудом поднялся. Она осмотрела меня и сказала, что мои раны почти полностью зажили, и что мне придется остаться здесь до тех пор, пока окончательно не восстановлюсь. Я согласился, мне все равно торопиться было некуда. Так почему бы не остаться, пока силы не вернутся полностью? Мортис любезно вызвалась мне тут все показать. Дала мне одежду и сказала, чтоб я одевался и выходил на улицу. Одевшись и выйдя на улицу, каково же было мое удивление. Кругом лежал снег. Мортис сказала, что в этом месте живут их новобранцы, где они осваивают свои профессии. И что к новобранцам представляется наставник, который всегда поможет и подскажет, что и как лучше сделать. Дальше она отвела меня к лесопосадкам и показала, где трудятся их плотники. Данное поселение отвечало за обеспечение лесом всего королевства. Затем она отвела меня к горнякам, которые обеспечивали все королевство железом, камнем, гранитом и прочими ресурсами из недр земли, необходимые для развития королевства. После мы пришли на поля, где рос лен и прочие агрокультуры, необходимые кузнецам, кулинарам и портным. Также мне показали кухню и тех людей, кто обеспечивает вкусной едой всех граждан королевства. Позже мы отправились к кузнецам, где я познакомился с теми мастерами, кто обеспечивает оружием и броней всех воинов королевства Парадайз. Завершающим этапом моей экскурсии был поход на тренировочное поле, где один из тренеров занимался боевой подготовкой новобранцев. Он пристально наблюдал за ними, а после объяснял, кто и где допускал какие ошибки. Мы с Мортис вернулись в поселение новобранцев. Она показала, где я могу расположиться, и сообщила, что если я все же решу остаться в их королевстве, то мне нужно будет сообщить об этом любому из наставников, и мне тут же выдадут все необходимое снаряжение.
Я поблагодарил ее за столь познавательную экскурсию и пошел отдыхать и поразмышлять о данном предложении. Все хорошенько обдумав, я принял единственное верное на тот момент решение. Я решил остаться в королевстве Парадайз. И с первыми лучами солнца я пошел к дому наставника, чтобы сообщить ему свое решение. Мне выдали инструменты и амуницию. Показали, где взять еду и предложили определиться с профессией. Поразмыслив, я выбрал профессию строителя. Мне обозначили фронт работы, и я активно приступил помогать сагильдийцам. В процессе работы меня ознакомили с правилами королевства Парадайз. Что можно, чего нельзя, как надо, а как не стоит. О дисциплине и наказании. Каждый день мне открывались новые знания и возможности. А каждая ночь мне напоминала об Елизавете и о том, что с ней произошло. И я винил в этом себя, за то, что не смог защитить ее. Это чувство вины съедало меня изнутри. И каждый раз я просыпался в холодном поту, слышав ее крики. И вот однажды, в одну из таких ночей я решил выйти и прогуляться, в надежде, что холодный воздух очистит мой разум. Королевство Парадайз находилось на вершине горы, и отсюда открывался прекрасный вид. Хорошее место для того, чтобы собраться с мыслями и подумать о бытие. Услышав странные звуки, я пошел на них. Пройдя за уступ, я увидел его, грозного воина, облаченного в латные доспехи, который ловко управлялся двуручным мечом. Меня впечатлило увиденное, и, подойдя к этому воину, я выразил свое восхищение. Его звали Олд, по прозвищу Злой Кощей. Это имя мне уже хорошо было известно. Новобранцы то и дело обсуждали великие победы этого воина. И я помню, как спросил его тогда, он ли это, кто во время войны с немцами при битве на побережье у Авалона обратил в бегство с десяток немецких воинов в одиночку. Он посмотрел на меня, ухмыльнулся и сказал мне, что был тогда не один он, что товарищи его плавали неподалеку, и засмеялся. «Неужели это возможно?» – подумал я тогда. «Неужели один человек способен напугать с десяток воинов?» Мы разговаривали несколько часов. Я поведал ему о своих приключениях, а он мне рассказал о своих битвах. И чем больше я слушал о его пути, тем больше уважения он у меня вызывал. Я решился попросить его научить меня сражаться, чтобы он стал моим учителем и наставником. Он посмотрел на меня, вздохнул и сказал, что будет меня учить. Но только при одном условии, что я должен выкладываться на тренировки всегда на полную. И если я буду пропускать занятия или проявлю слабость, то он перестанет меня тренировать. Я согласился на эти условия, будучи уверенным в своих силах. Он сказал, что будет ждать меня завтра на закате солнца, на тренировочном поле, где мы и начнем обучение. Пожелав друг другу доброй ночи, мы разошлись. На следующий вечер, как и договаривались, мы встретились на тренировочном поле. И Олд показал мне первые упражнения и сказал очень важные слова, которые я никогда не забуду. Что если я хочу стать воином, я должен много тренироваться и практиковаться. Но если я хочу стать хорошим воином, я должен сражаться с лучшими из лучших. Ну а если я хочу стать великим воином, я должен побеждать лучших из лучших. Эти слова постоянно крутились у меня в голове. Я тренировался все свое свободное время. Он показывал мне новые приемы и то, где и как их применять. Он наблюдал за правильностью выполнения каждого упражнения. И днем и ночью я оттачивал свои навыки до кровавых мозолей. И спустя некоторое время я стал одним из лучших среди новобранцев. Я начал зарабатывать уважение среди наставников и обзаводиться друзьями. С одним из новобранцев мы очень хорошо сдружились. Его звали Бьорн Лодбрук. Он был учеником одного из лучших воинов с щитом и мечом, Сильфа.
Люди рассказывали о нем, что однажды во время штурма одной деревушки его заманил в дом один из немецких воинов, где его ожидала засада. Когда Сильв зашел в дом, дверь за его спиной захлопнулась, и он оказался в окружении 3 немецких воинов. Спустя буквально несколько минут Сильв вышел из этого дома один, тихонько посмеялся и сказал: «Ну, в этот раз вы не убежали». Те воины, которые предпочитали щит и меч в бою, становились учениками Сильфа. Шло время, я уже отточил свои навыки и научился неплохо сражаться не только против людей, но и против Кнула. Вот настал тот день, когда меня решили посвятить в рыцари. Делами и умениями я уже доказал верность и полезность королевству. Осталось доказать, что я достоин этого титула поединком. Этот поединок должен был пройти не с кем-либо, а с самим Олдом. Для меня это было огромной честью сразиться с тем, кто меня всему научил. Время поединка и место были выбраны символично, на том самом месте, где он решил взять меня в ученики. Я прибыл в назначенное место и время. Олд уже был там и ждал меня. Подойдя к нему, мы обменялись любезностями и начали поединок. Бой был напряженным. Олд ловко уходил от моих атак и контратаковал. Мне тоже удавалось парировать его контратаки и удачно проводить свои. Казалось, что этот поединок никогда не закончится. Но внезапно Олд остановился и сказал: «Ты молодец. Это был хороший бой. Поздравляю тебя». Я ответил взаимным уважением. Перед уходом он сказал, что завтра утром мне предстоит встреча с королем. Он должен будет представить меня своей свите и назначить мне новые обязанности. После чего он пожелал мне спокойной ночи и не спеша удалился. Меня переполняло чувство радости и гордости за самого себя. И с этими чувствами я отправился спать. Поутру Олд заехал за мной, и мы отправились в замок. Король ждал нас в огромном донжоне в тронном зале. От сагильдийцев я слышал много славных историй про нашего короля. Про то, что он один из лучших наездников Гуденленда. И многие враги бегут в ужасе, как только видят Костю Сибирского. И да, Костя был родом из тех же мест, где родился и вырос я. Мне давно хотелось познакомиться с ним, и этот день настал. Зайдя в тронный зал, мы поприветствовали короля. Он представил меня своей свите, рассказав про каждого присутствующего и их обязанности. Также он поведал мне, какая ответственность возлагается на меня. Когда воин в королевстве становится рыцарем, он становится военнообязанным и ответственным за определенную ремесленную деятельность. Выслушав короля, я ответил, что готов приступить к своим обязанностям немедленно. Я поспешил к Бьорну, чтобы поделиться этой новостью. Увидев Бьорна, я понял, что и у него тоже есть приятная новость для меня. Он получил титул рыцаря. Я поздравил его с титулом, и мы решили отметить это дело старой доброй медовухой. Мы пили весь вечер, вспоминая, как начался наш славный путь. Ну и как же без драки в разгар веселья. Правда, после трактира я мало чего помню. Кажется, мы дрались с кабаном. Или Кнулом, а может и с тем, и с тем. Сейчас сложно вспомнить, но хорошо запомнились события следующего утра. Я проснулся от того, что кто-то громко стучит в дверь. Голова раскалывала, все тело болело, словно меня всю ночь по полю бык волочил. В общем, я встал злой как черт и распахнул дверь. И увидел там гонца, который сообщил, что король созывает всех рыцарей, и что мне нужно явиться в замок тотчас. Я поблагодарил гонца и начал собираться. Все рыцари и прочая знать собрались в тронном зале, где король объявил, что мы отправляемся на войну, что наше королевство под угрозой. Армия врага движется на север. Мы и наши союзники должны выдвинуться навстречу этой армии. Пока король вдавался в детали,
я особо его уже не слушал. Я представлял, как разрубаю врагов одного за другим. Я давно ждал этого момента, когда смог бы применить свои умения в реальном бою. И этот день настал. И уже к вечеру мы выдвинулись к точке сбора. Путь был не близкий, и пока мы шли, мне удалось разузнать, против кого мы будем сражаться. И чем больше я слышал рассказов о них, тем больше мне хотелось поскорее встретиться с ними в бою. Говорят, что еще в юном возрасте им дают оружие, для того, чтобы к моменту взросления они стали с ним единым целым. И поэтому они хорошие воины, но кроме войны их ничего не интересует. Они, подобно чуме, уничтожают все живое на своем пути. И мы отправились на эту войну, чтобы не дать этой чуме уничтожить наши дома. Спустя несколько дней мы все же добрались до перевалочного пункта. На нем воины могли отдохнуть, пополнить припасы и привести в порядок свое снаряжение. Мы расположились в одном из домов и начали готовиться к завтрашнему дню. Завтра мы должны были встретиться с врагом. И вот я, Олд, Бьорн и Сильв сидели у костра. И Олд спросил у нас с Бьорном, готовы ли мы к завтрашней битве. Я с полной уверенностью сказал, что готовы. Бьорн же сказал, что он немного волнуется. Олд ухмыльнулся и сказал: уверенность и волнение должны быть в гармонии. Если быть чересчур уверенным, то можешь не заметить опасности и проиграешь. Если же чересчур волноваться, то будешь видеть опасность там, где ее нет, и тоже проиграешь. Он сказал, что мы должны быть уверены, но осторожны. Всегда помнить, где атаковать, а где выжидать. Я на тот момент, если честно, не особо старался понять смысл этих слов. В моей голове были образы того, как я рублю врагов одного за другим. С этими образами я и уснул. На утро все стояли в полной боевой готовности. Все были готовы выступить на врага. Я был весь в предвкушении этой битвы. И вот полководец скомандовал выдвигаться, и наша армия тронулась с места. И вот на горизонте появилась армия врага. И хорды направлялись прямо на нас. Они с жутким ором влетели в наш строй, и завязался бой. Один за одним наши воины падали. Эта бойня продолжалась даже когда солнце уже село. Вокруг меня были лишь враги. Четверо пытались меня окружить, и как только я пытался атаковать одного, я получал удар в спину от другого. После пары неудачных попыток я понял, что этот бой мне не выиграть, и я начал отходить в сторону леса. Они преследовали меня, не желая отпускать. И я бы остался там кормить воронов, если бы не внезапное появление одного из наших всадников. Он атаковал этих четверых и переключил внимание на себя, чтоб я смог уйти. В лесу я встретил еще пару выживших союзников из той бойни. Они тоже были ранены. Я спросил, есть ли еще выжившие, но ответа на этот вопрос не мог никто из них дать наверняка. Они сказали, что один из них поехал посмотреть, кто еще выжил. Как оказалось, это был тот самый всадник, что спас меня. Его звали Вятич. Через несколько минут Вятич вернулся и сообщил нам скверную новость. Похоже, что кроме нас никого больше не осталось. И враг не просто разбил нашу армию, они также и заняли наш перевалочный пункт. А это означало лишь одно: мы оказались в полной заднице. У нас нет провизии, у нас нет возможности вернуться домой, мы ранены, и мы совершенно одни в окружении врагов. Я в тот момент был в небольшом шоке. Я себе не так представлял этот бой и что будет после него.
Олд, Сильв, Бьорн. Я не мог поверить, что их больше нет. Еще вчера мы разговаривали вот так же у костра, а теперь их нет. Мое сердце наполнялось яростью, и я точно знал, на кого ее нужно выплеснуть. И пока остальные обсуждали, как нам вернуться домой, я встал и сказал, что нам нужно остаться. Наш долг отомстить за наших павших товарищей, и пока кровный долг не будет выплачен, я не уйду отсюда. Я предложил вести партизанскую войну, совершать набеги на слабо защищенные поселения и караваны. Мы, безусловно, не сможем захватить замок, но мы можем стать огромной занозой в заднице, если будем лишать их ресурсов, которые они поставляют на свой фронт. Немного поразмыслив, ребята все же поддержали мою идею, и мы отправились на северо-запад, как можно глубже в тыл к врагу. После нескольких дней блуждания по лесу, нам все же удалось найти место, где мы можем разбить лагерь. Пока мы обустраивались, наши раны затянулись, и мы начали планировать нашу первую атаку. Один из вражеских замков обнаружил Флинт в момент охоты. Наблюдая за ним несколько дней, он выяснил, что раз-два дня из замка выезжает 1-2 телеги и без сопровождения. И мы решили, что это будет наша первая цель. Заглянув в телеги, мы обнаружили, что одна телега была загружена едой и доспехами, а вторая разным видом оружия. Нашей радости не было предела. Мы только что обеспечили себя всем необходимым для осуществления всех своих планов. Спустя несколько дней мы обнаружили учебный лагерь шведов. В этом лагере проходила боевая подготовка для новобранцев, и вторая цель сразу же обозначилась. После атаки на учебный лагерь враги начали патрулировать по своим владениям. И мне пришел в голову безумный план, который в свою очередь обозвался «План Капкан», суть которого заключалась в том, чтобы заманить один из этих патрулей в ловушку.
После этой атаки нас начали воспринимать уже серьезней. Патрули усилились, они начали прочесывать леса, повозки теперь ездили с охраной. В общем, нам удалось привлечь к себе внимание. И не только со стороны врагов. В одной деревушке я встретил Нику и Пирича, которые одобряли наши деяния и желали присоединиться к нам. Я не стал им отказывать в их просьбе, ведь пару мечей в бою лишними не будут. Иногда нам удавалось проникать в их замки и заставать врасплох их знать. У них всегда было что-то интересное и дорогостоящее. Мы продолжали им докучать своими внезапными набегами несколько месяцев. И вот однажды, во время разведки территории одного небольшого княжества, я увидел, как большая группа людей грузят в телеги шкафы и сундуки. Я тут же отправил весточку в лагерь. Все прибыли достаточно быстро, но времени планировать не было, и мы решили действовать незамедлительно. Flundi eni orvidi gal an wirjal sig ni vifnib an ein. После того, как все закончилось, мы даже не стали смотреть, что внутри телег. Ведь в любой момент мог появиться вражеский патруль. Мы сели на телеги и направились в сторону нашего лагеря. Но едва мы отъехали от замка, на горизонте появились вражеские лансеры и атаковали нас. И вот я остался один. Снова. Я начал отступать. И мне бы пришел конец, если бы не внезапное появление Вятича. Он сказал, чтоб я отходил, а сам отвлек их на себя. Да более знакомая картина, подумал я тогда. Уже второй раз Вятич спасает мою шкуру. Я направился к нашему лагерю, где планировал встретиться с Вятичем. Но вместо Вятича я увидел дюжину вражеских воинов и пылающий лагерь. Там нельзя было оставаться, и я направился к резервной точке сбора. Пока я ждал Вятича, я думал о том, где была допущена ошибка, которая привела к таким печальным последствиям.
И я вспомнил слова Олда, который говорил, когда мы сидели у костра. Чрезмерная самоуверенность или осторожность является причиной поражения в бою. Это и произошло. Мы стали слишком самоуверены. И вот результат. Внезапно я услышал звук шагов в стороне. Я думал, это Вятич. Но присмотревшись, я увидел вражеский отряд, который прочесывает лес. И мне ничего другого не оставалось, кроме как уйти оттуда. Я направился к ближайшей деревне, где у нас еще были друзья. Единственное, что оставалось, это возвращаться домой. Но добравшись до деревни, мне стало известно, что возвращаться больше некуда. Враг захватил наши земли, а непокорных вырезали. В тот момент я испытал дикую пустоту. Словно из меня вынули душу. Все, что мне было так дорого, всего этого просто не стало. И я молча развернулся и ушел оттуда. Я не знал, куда мне податься, и шел туда, куда глаза глядят. Пока не наткнулся на одно местечко на берегу. Там было так спокойно и красиво, что я решил там обосноваться. Шло время, я освоил земледелие и занимался разведением домашней скотины. Выращивал овощи и виноград. И все было хорошо, пока однажды ко мне не явились они. Говорят, что жизнь штука сложная. Но я считаю, что жизнь простая. А сложности в ней мы создаем сами себе. Как правило, потому что делаем неправильный выбор. А выбирать приходится постоянно. Куда пойти, чем заняться, с кем поторговать, каких друзей завести. И передо мной тоже стоял выбор в тот вечер. В один из обычных вечеров меня навестили необычные гости. Рони и Майти. С Рони я встречался в бою во время нескольких своих вылазок. Ну а о Майти я слышал множество разных историй. Его хитрости и смекалки могли позавидовать многие короли. Именно он возглавил армию, которая нас разбила тогда у Перевалочного, а после покорила север. И несмотря на то, что раньше мы были врагами, сейчас ни у меня, ни у них ко мне не было обид за старые деяния. Время и правда лечит. Я спросил у них, чем они пожаловали в столь поздний час, и как они меня нашли. Рони сказал, что где я живу, он узнал от турулов. Их охотник не так давно охотился в этих краях и обнаружил меня. А пришли они ко мне с предложением сразиться за них в войне против французов и поляков. Враг силен, и им пригодились бы мои навыки на том фронте. Я, если честно, даже растерялся немного. Для меня сам разговор с ними казался странным. А предложение воевать за них вообще звучало дико. Но частичка меня всегда скучала по сражению. А их предложение лишь подогревало это желание. Я сказал, что мне нужно обдумать их предложение до утра. Майти сказал, что если я все же решу присоединиться к ним, то мне нужно будет ехать на юг в их полевой лагерь. Слушай. После они попрощались и уехали. Передо мной стоял непростой выбор. Сердце говорило мне: нет, не соглашайся, это твой враг, из-за которого ты потерял своих друзей и дом.
А здравый смысл говорил, что было, то прошло, и нужно жить дальше. Все те, кого ты знал, их больше нет. Может, пора завести новых друзей. Хорошенько все обдумав, взвесив все за и против, я решил принять их предложение. И с первыми лучами солнца я выдвинулся в их полевой лагерь. Когда я прибыл, меня приняли достаточно радушно. Мне показали, где я могу расположиться и подновить свое снаряжение. Я на тот момент испытывал достаточно странные чувства. Мне было непривычно и в то же время безумно интересно. Пока я осматривался в лагере, я познакомился с несколькими воинами, которые в свое время, так же как и я, сражались против красной чумы, а сейчас воюют за них. Мне стало немного спокойнее на душе. Я даже начал переставать чувствовать себя в чужой тарелке. Они рассказали мне о своем непростом пути, а я поведал о своем. Также мне рассказали о том, как обстоят дела на большой карте на данный момент. Как оказалось, поляки и французы планировали высадку на земле красных. Но красные, прознав о их планах, решили их опередить и высадились у них. Несколько недель шли ожесточенные бои. Французы несли большие потери. Каждый день они теряли клочок своей земли. И это чувство доминирования опьяняло. Я много раз выходил победителем из разных сражений. Но когда твоя гильдия одерживает победу за победой, это совершенно другое чувство. Но в один прекрасный день нам гонец принес дурные вести. Пока мы сражались здесь, дома одна из крепостей наших союзников под покровом ночи была захвачена врагом. Мы тут же отреагировали на это, и уже на следующий день мы прибыли к захваченной крепости и взяли ее в осаду. На тот момент я не задавал вопросов. Кто, зачем, почему. Я просто шел туда, куда и все. Сражался с теми, на кого укажут. Но в один миг все изменилось. Когда мы осаждали захваченную крепость, захватчики делали несколько не очень удачных атак. В одной из таких атак мне удалось одного из них отрезать от его отряда. И пока наши гнали основной отряд к крепости, я гнал этого воина в сторону леса. Я не хотел его отпускать и продолжал свое преследование. Мы отбежали достаточно далеко от крепости. Внезапно он развернулся и пошел на меня. Между нами завязался бой. В какой-то момент он пропустил сильный удар, от которого упал на землю, и с его головы слетел шлем. И тут я опешил. Передо мной лежал Эракес.
Тот самый, что в начале пути дал мне крышу над головой. Я спросил его, как он здесь оказался. Он ведь жил на зеленой зоне. Он посмотрел на меня удивленным взглядом и спросил, что я тут делаю, да и еще на стороне врага. Я сказал, что я сейчас с сынами Одина, что они предложили мне вступить в их ряды и принять участие в войне против французов и поляков. И пока мы воевали там, вы захватили крепость здесь. Ну, собственно, так я и оказался здесь. Но как ты оказался здесь? На что он мне ответил, что через несколько дней после моего ухода тоже решил покинуть зеленую зону. И попал к синим. Французы, на которых вы напали, наши союзники, и мы им помогаем в этой войне. А следующая новость меня полностью выбила из колеи. Раке сказал, что меня искал Вятич. Как оказалось, он жив и находится сейчас в замке Титанов. Я попросил его отвезти меня к нему. Эркес согласился, и мы тут же отправились в путь. Пока мы шли, мы рассказывали друг другу о своих приключениях. Как оказалось, после того, как красные захватили север, у них началась междуусобная война. И многие покоренные королевства восстали и сформировали силы сопротивления. Через пару дней пути мы все же добрались до места. Я ждал Вятича у ворот, и через несколько минут он вышел. В его глазах, так же как и в моих, было дикое удивление. Каждый из нас словно призрака увидел. Мы с ним очень долго разговаривали. Вятич рассказал мне, что с ним произошло в тот роковой день. Пока он прикрывал мое отступление, его конь угодил в капкан. Они решили не убивать его, а взять в плен и отправить работать на рудники. Несколько месяцев он перебирал руду с утра и до глубокой ночи. Каждый день с него сходили 7 потов. Надсмотрщики не давали даже минуты покоя. Но однажды на рудники напали титаны. Перебив всю охрану, они освободили всех рабов и предложили им вступить в их ряды. Так, собственно, Вятич и попал к титанам 34-й когорты. И на этом приятные новости не закончились. Он рассказал мне, что многие из парадайсов выжили. Они перебрались на равнины Ирия и там обосновались. Я не мог поверить в услышанное. Все это время я был уверен, что никто не уцелел. Мой мир перевернулся с ног на голову. Я должен их увидеть своими глазами, чтобы поверить в это. Я попросил Вятича отправиться со мной к ним, но Вятич ответил, что его место здесь. Но он поможет мне собраться в дорогу. Достаточно быстро мне снарядили лошадь и показали на карте, где находится сейчас Парадайс. И наиболее безопасный маршрут к ним. Я поблагодарил Вятича за помощь. Он пожелал мне удачи, и я отправился в путь. Через несколько дней мне удалось добраться до их замка. Я был весь в предвкушении. Мое сердце наполнялось радостью, и на душе образовалась легкость. Заезжая в замок, первый человек, которого я увидел, это была Мортис.
Она собирала урожай на поле. Я в тот момент обрадовался, как маленький ребенок пряностям. Я подошел к ней и с огромной улыбкой на лице поздоровался. Она подняла голову, посмотрела на меня, и в ее глазах было дикое удивление вперемешку с радостью. И она сказала: «Вот чего я не ожидала, собирая урожай, так это найти здесь тебя». И мило засмеялась. Мортис, бросив все дела, повела меня на экскурсию по новому замку. И это вызвало чувство ностальгии. Ведь наша первая встреча состоялась в схожем ключе. Пока она мне все показывала, я успел познакомиться с новыми сагильдийцами. Мне рассказали, как им удалось спастись и как они оказались здесь. Также мне рассказали, как Костя получил стрелу в шею и утратил способность говорить. В связи с этим было принято решение управления королевством передать Мортис. Все поддержали это решение, и она приступила к своим обязанностям. И у нее все очень хорошо получалось. Подданные ее любили и уважали. Даже Костя был согласен с тем, что Мортис прекрасно справляется со своими обязанностями, хоть он и не мог этого сказать вслух. К концу дня я успел познакомиться со всеми новыми сагильдийцами и поболтать со старыми. Я услышал множество интересных и трагичных историй. И вот передо мной стоял выбор: продолжить службу в гильдии сынов Одина или же остаться здесь, в королевстве Парадайз. С одной стороны была новая семья, которую я не хотел предавать, а с другой стороны старая семья, с которой меня многое связывает. И после долгих раздумий я решил все же остаться в Парадайзе. В целом все было хорошо. Мы ни в чем не нуждались, и дела шли в гору. Но когда в наших краях появился студент со своей бандой, нам пришлось отреагировать. Он нападал на крестьян и забирал все, что у них было. Он был скользким и хитрым. Он очень долго терроризировал окрестности Ирия. Но благодаря ему у нас появилось много союзников. Многие королевства объединились для поимки этого бандита. И в конце концов нам удалось с ним разобраться. Но кроме союзников у нас появились и новые враги. И порой воевать приходилось с теми, с кем воевать не хотелось. И война ограничивалась, как правило, дуэлями. И так я познакомился с Максом, который был главой гильдии Фалькон Клифф. Я периодически приходил к их замку, и мы устраивали дружеские поединки. А бывало даже такое, что в момент наших поединков на них совершалось нападение с союзниками Парадайза. И чтоб у союзников не возникали лишние вопросы, меня прятали. Я для себя в тот момент понял одну вещь. Не каждый соперник — это враг, и не каждый враг является соперником. В любой войне каждая сторона считает, что правы именно они. Но по сути обе стороны не правы. Ведь чаще всего спор можно разрешить без кровопролития. Хотя и бывают исключения. Так, к примеру, у нас началась война с китайцами. Мы не смогли договориться, и спор начали решать кулаками. Но такого отпора мы не ожидали. Нам многие решили помочь в той войне. Махно со своими парнями, Чилдрены,
Атланты, Аркона и многие другие. Бои были ожесточенными и почти не прекращались. Но в один момент все резко изменилось. Боги, разгневанные от жестокости и безрассудства людского, решили уничтожить все континенты, оставив лишь один Годенленд. Мы с выжившими союзниками отправились туда. Спустя несколько недель в море нам все же удалось добраться до северного побережья. Ну и собственно там мы и решили обосноваться. Западнее от нас поселились Evil Forces. Гильдия состояла из нескольких небольших королевств, которые воевала с ТФА не один год. Южнее обосновались те самые китайцы, с кем мы воевали на Ирии. Только в этот раз они были более дружелюбными, и мы заключили союз. Но не все наши соседи были доброжелательными. Совсем рядом с нами решили также обосноваться поселения дикарей. Уже на второй день несколько из них атаковали нас без предупреждения. Они назвали себя Бутеранги, но этот конфликт не продлился долго. И через пару недель они решили обосноваться в другом месте. А мы продолжили обустраиваться дальше. Меня повысили до полководца и озвучили мои новые обязанности. Теперь я отвечал за боевую подготовку и организацию боевых действий. И как бы мы ни старались отсрочить войну, она все равно постучалась к нам в дверь. Гонец ЕФЦ принес дурную весть. ТФА захватили крепость наших союзников. Paradise, Evil Forces, китайцы и другие решили объединить свои усилия. Благодаря этому враг был уничтожен. Так и образовался Северный Альянс. Но это послужило началом новой большой войны, в которой ТФА одерживала победу по многим фронтам. Многие отчаялись и были уверены в скорой своей кончине, пока не произошло непредвиденное. Боги послали эпидемию на Годенленд, которая скосила половину населения материка. Ее прозвали Офлайния. Эта болезнь за короткое время унесла целые королевства. И благодаря этому расклад сил поменялся, и красные начали терпеть поражение. Враг терял одну крепость за другой. Некоторые королевства начали выходить из альянса ТФА, дабы сохранить свои замки и земли. Это была долгая, тяжелая и изматывающая война. Я, если честно, устал от нее. Да и все остальные. И в какой-то момент эта война зашла в тупик. В то время, когда мы осаждали королевство Мигелия, наши союзники были заняты осадой других крепостей. И нам не удавалось никак продвинуться дальше, чем на метр в этой осаде. И спустя несколько месяцев мы решили снять осаду и вернуться домой. И когда я вернулся, меня самого ждали очень интересные новости. Один торговец рассказал, что его ограбили бандиты, пока он к нам ехал. Наши всадники начали прочесывать окрестности и обнаружили лагерь бандитов, которые, судя по всему, недавно там обосновались. И это, похоже, те самые бандиты, что в свое время напали на меня и Елизавету. Я тут же собрал отряд и двинулся к тому лагерю. Когда мы прибыли на место, я убедился, что это действительно тот самый бандит. Мы внимательно следили за ними. Изучали их лагерь и слабые места. Узнав все, что нам нужно, мы решили атаковать ночью.